Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я черный плащ, помните? Если нет, то это не важно, потому что у нас сегодня в гостях не диснеевский герой, а что ни на есть настоящий граф Дракула. Встречайте летящий на крыльях ночи реальный ужас всех голых обезьян на планете – летучую мышь, вернее не одну, а множество летучих вампиров. Летучие мыши – это обобщающее название для представителей отряда рукокрылых, к которым относятся наши сегодняшние милахи, за исключением крыланов. Крыланов и рукокрылых часто путают. В отличие от летучих мышей, многие крыланы достигают крупных размеров и длины тела до 42 см, а размаха крыльев до 1,5 метров, например, летучие лисицы или летучие собаки. А великие умы считают крыланов более древними, чем наши сегодняшние гости – рукокрылые. В целом, летучие мыши отличаются от крыланов следующими признаками. Нет когтя на втором пальце передних конечностей. Наружные уши обычно сложной формы. Общие размеры обычно мелкие. В среднем масса тела летучей мыши 4-10 грамм. Лицевой отдел черепа укорочен. Глаза, как правило, небольшие и не играют ведущей роли в ориентации в пространстве. Щечные зубы сохраняют систему бугров и гребней, утраченную у крыланов. Все летучие мыши обладают ультразвуковой эхолокацией. Летучую мышь по праву считают самым загадочным животным. С одной стороны, летучая мышь – это единственное млекопитающее животное, которое умеет перемещаться по воздуху. На основании данной способности древние обезьяноподобные утверждали, что это птица, но с другой стороны, они являются живородящими. Своих детенышей вскармливают молоком, чего птицы не делают. Само название «летучая мышь» появилось в русском языке только в начале 17 века, благодаря переводу немецкой книги. Этот литературный вариант прижился, и именно так стали именовать животных отряда рукокрылые. В России встречались и другие названия: нетопырь, кажан, вечерница, ночница, подковонос, ушан, стрелоух, трепконос и другие. Во всех отражается внешний признак этих млекопитающих или особенности их образа жизни. Живут наши симпатяги практически во всех климатических зонах, за исключением арктических и высокогорных районов. Известно более 700 видов летучих мышей, большинство из которых являются насекомоядными. Кстати, тем самым они весьма полезны для фермерских хозяйств, поскольку ведут ночную жизнь, уничтожая насекомых, тогда, когда практически все птицы спят. Однако есть и вполне травоядные экземпляры, например, травоядный Дракула. Нет, это не кличка, это вполне себе официальное название. Травоядный Дракула – это летучая мышь, брат-неудачник Дракулы, не сажающий никого на кол и не пьющий кровь девственниц. И да, он веган, точнее фрукторианец. Дракула с виду страшный, но вполне добрый внутри. Он безобиден. Однако вернемся к остальным рукокрылым. Большая часть летучих мышей, не в пример Дракуле, питается все же насекомыми. Могут также питаться птицами, ящерицами, лягушками, немногие рыбой. Известны летучие мыши, охотящиеся на другие виды рукокрылых. В Южной Америке существует 3 вида летучих мышей-вампиров, которые питаются кровью позвоночных, птиц и млекопитающих. Кстати, обычная насекомоядная летучая мышка за час охоты может съесть 200 комаров, так что весьма полезная мышка. Отдельного внимания заслуживает иммунитет летучих мышей, как и рукокрылых в принципе. Эти животные, ввиду своего необычайно скучного образа жизни, были вынуждены приспосабливаться к постоянной циркуляции патогенов, в особенности вирусов, в их популяциях. Это в итоге привело к тому, что множество болезней у них протекают бессимптомно. Даже здоровая на вид мышь может являться переносчиком множества болезней.
часть из которых может являться смертельно опасными для человека. Однако против невирусных инфекционных заболеваний их иммунитет уже не показывает столь впечатляющих результатов, что связано с иной природой заражения. Вот сейчас предлагаю поблагодарить какого-то азиата, который сожрал летучую мышь и посадил весь мир в самоизоляцию. Летучие мыши чаще всего живут колониями, в которых может насчитываться несколько десятков тысяч особей. Некоторые виды во время дневного отдыха сбиваются в кучки, другие предпочитают висеть вниз головой в гордом одиночестве. Рекордное количество особей в одной колонии насчитали в Бразилии. В одном месте было убежище у 20 миллионов особей. Совместное проживание не делает этих зверей стайными, поскольку никаких совместных действий они не производят. Охотятся они исключительно в одиночку, не создают рукокрылые и семьи, объединяясь только на момент спаривания. Потом они сразу забывают друг о друге. В регионах, где существуют холодные сезоны, летучие мыши могут впадать в спячку, которая длится до 8 месяцев. В это время рукокрылые заворачиваются в свои крылья, прикрепляются вниз головой в каком-нибудь укромном месте и спят. Некоторые виды способны к сезонным миграциям. С наступлением холодов они перелетают в более теплые регионы. И иногда в этот период рукокрылые преодолевают расстояние до 1000 километров. У наших мышек прекрасное зрение, но вот в пространстве они ориентируются с помощью развившихся в ходе эволюции эхолокации. Принцип действия всем известен. Они издают неслышимый человеком звук, который потом в виде отраженного эха улавливают всем телом. Но они также могут издавать слышимый писк, при помощи которого общаются и даже исполняют песни, подобно птицам. Во время полета летучие мыши поют песни, используя сложные сочетания слогов на высоких частотах. Они создают ультразвуковые волны от 40 до 100 кГц. Зов некоторых летучих мышей включает от 15 до 20 слогов. Ухаживая за самкой, каждый самец поет свою собственную песню, хотя в целом мелодии всех песен похожи своей последовательностью, которая может быть условно подразделена на 3 фазы: писк, трель и зуд. Разница заключается в индивидуальном сочетании различных слогов, синтаксисе фраз и отдельных речевых оборотов и порядке их построения. Самка, в свою очередь, может как ответить взаимностью, так и отказать ухажеру. Общение с особями одного пола отличается от общения с особями противоположного во всех аспектах, причем для наполнения передаваемого сообщения совершенно иной эмоциональной и смысловой нагрузкой. Мыши достаточно слегка изменить порядок, частоту и тональность издаваемых звуков. Сложные голосовые сообщения используются не только для ухаживаний, но также для опознавания друг друга, обозначения социального статуса, определения пространственно-территориальных границ, споров относительно распределения охотничьих угодий и добычи, при воспитании потомства и при противодействии особям, торгшимся на чужую территорию. Социальный статус подчеркивается устным позволением или непозволением приземлиться рядом с уже приземлившейся мышью. В полете мыши используют свое ультразвуковое общение для голосового управления безопасностью воздушного движения в режиме реального времени. Чтобы избежать столкновения, рядовые мыши обязаны скорректировать курс полета и уступить дорогу более высокопоставленной в социальном плане мыши. По мнению великих умов, ни одно другое млекопитающее, кроме человека, не обладает способностью общаться с помощью столь сложных голосовых последовательностей. Голосовой центр, ответственный за организацию сложных последовательностей слогов, у летучих мышей расположен несколько выше, чем у человека, и ученые пока не могут определить, где именно он находится. Размножение рукокрылых тоже имеет свои особенности. Некоторые виды, обитающие в теплых климатических поясах, рождают детенышей 2 раза в год. Период спаривания у них не имеет никакого значения. Скрытный образ жизни вампиров
не позволяет с точностью представить, как происходит процесс ухаживания самца за самкой, так что оставим это в секрете. После процесса мышиной любви летающие самки обычно рождают одного детеныша, реже двух. Во время родов мышка переворачивается головой вверх, детеныш рождается вперед ногами, что у млекопитающих бывает крайне редко, и сразу же попадает в хвостовую сумку, где проводит неделю. После малышей они уже прячут в укрытиях и кормят молоком. Первую неделю самка берет своего детеныша с собой на ночную охоту. Он крепко держится за мать во время полета, но через некоторое время она вынуждена оставлять его в укрытии, поскольку малыш становится тяжелым и долго летать с ним не получится. Уникальное обоняние позволяет этим животным находить своих детенышей после ночных полетов. Запах малыша они чувствуют на расстоянии нескольких километров. В течение недели, а иногда и двух, малыши остаются совершенно беспомощными, и только через месяц они начинают самостоятельно охотиться около своего укрытия, далеко от него не удаляясь. Кстати, летучие мыши легко регулируют температуру тела в диапазоне 50 градусов. Во время сна обмен веществ значительно замедляется, и они впадают в оцепенение, доводя себя до состояния сосулек. Рукокрылые могут голодать в течение 2 дней, а вот в составе слюны летучей мыши содержатся ферменты, препятствующие процессу свертывания крови, даже у травоядных. Поэтому после укуса есть опасность большой потери крови. Но вы поняли, чтобы та быстрее текла в мышиный ротик после укуса. Средняя продолжительность жизни мыши 5 лет, однако есть и долгожители, возраст которых может доходить до 20. Возраст рекордсменки долгожителя среди рукокрылых 33 года. Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и, по данным ВОЗ, вирусов Эбола и коронавирусов, входящих в группу особо опасных инфекций. Эта биологическая опасность является непосредственным следствием образа жизни наших почти безобидных вампиров. Так что не будьте как азиаты и не ешьте летучих мышей. У летучих мышей не очень много врагов в природе. Связано это, скорее всего, с тем, что ночной образ жизни не дает им возможности пересекаться в природе со многими животными, которые бывают активны днем. Свои убежища они хорошо маскируют, либо живут большими колониями, куда проникать многим животным и птицам бывает достаточно страшно. Ученые одного из американских институтов заметили интересный факт. На летучих мышей, обитающих в пещерах одного из горных массивов Венгрии, нападают обыкновенные синицы. Отважные синицы залетают в пещеры, хватают спящего зверька и уносят к себе в гнездо. Но при этом птицы редко подлетают к колониям, поскольку численность рукокрылых может представлять для них смертельную опасность. Рукокрылые, особенно мелкие особи и виды, часто попадают в лапы к паукам. Увидеть в темноте растянутую паутину они не могут. В этом случае не всегда помогает эхолокация. Зато услышать бьющегося в паутине насекомого у рукокрылых получается. Иногда хитрые крупные пауки, кто питается мелкими животными, специально не убивают добычу в виде насекомого, чтобы тот барахтался и чтобы поймать на него более крупную дичь – летучую мышь. Но самым главным врагом является, догадайтесь кто? Иногда люди уничтожают целые колонии рукокрылых только потому, что ошибочно считают их опасными. В последнее время люди, кстати, все чаще заводят их в качестве питомцев. В домашних условиях эти зверьки приживаются, но чувствуют себя некомфортно. Если вы все-таки соберетесь содержать летучую мышь в домашних условиях, то постарайтесь обеспечить ей жизнь максимально приближенную к природе. Например, не мешайте ей висеть вниз головой, ведь никто из представителей животного мира так не отдыхает. Дело в том, что такое положение дает возможность рукокрылым отдохнуть и расслабить мышцы, участвующие в полете. А еще это позволяет экономить энергию. Во время взлета животное просто отпускает когти, которыми оно держалось, и падает вниз, и в маневре взлетает. Нижние конечности мышей совсем не приспособлены для разбега и толчка, как у птиц. А на острове
острове Борнео существует плотоядное растение, которое приманивает летучих мышей особыми звуками, но вовсе не ест их, а предоставляет свои соцветия в качестве убежища. Взамен рукокрылый оставляет гостеприимному хозяину свои экскременты, очень нужные растению удобрения. Такой симбиоз цветка и мыши в природе уникален. Трудно представить, но в 21 веке в некоторых странах из летучих мышей готовят лекарства. Так в Индии смешивают камфору, кокосовое масло, растопленный жир и кровь этих животных и продают как средство от радикулита и артрита. Китайские лекари находят мясо летучих мышей лучшим средством, улучшающим зрение. В Камбодже мазем на основе растопленного жира рукокрылых лечат простудные заболевания. Ну и как не вспомнить, что многие ведьминские зелья, писанные в сказках, обязательно включают в себя летучих мышей. А вы боитесь летучих мышей? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!